на окраине Мексики в небольшом городке Каякане, в доме цвета лазурь. Мой отец, сын венгерских евреев Карл Вильгельм Калла, переехал сюда из Германии. Моя мать, Матильда Кальдероне Гонзалес, была второй женой отца. Эта женщина, в жилах которой текла кровь испанских конкистадоров, была очень наружной католичкой. Она воспитывала меня и двух моих сводных сестер в строгости. Мне было сложно любить эту женщину. Я бунтовала против ее строгих устоев и непримиримого католицизма. Ее первенец, мой старший брат, умер почти сразу после рождения. А когда родилась я, здоровье матери не позволило кормить меня молоком. Поэтому за мной ухаживала няня-индианка. В 6 лет я заболела полиомиелитом. Болезнь иссушила правую ногу, отчего та стала тоньше левой. Поэтому сверстники дразнили меня Фрида деревянная нога. Но меня было сложно обидеть этим. Даже с такой ногой я не хуже мальчишек играла в футбол, много плавала и даже увлекалась боксом. Чтобы нога выглядела как здоровая, я надевала на нее по 3-4 чулка и прятала под длинными юбками. В 15 лет я поступила в престижную национальную подготовительную школу в Мехико. Отец был убежден, что там я получу лучшее для жителей Мексики образование и смогу стать врачом. Я чувствовала себя неловко из-за того, что была самой старшей на курсе, поэтому скрывала свой настоящий возраст. Говорила, что родилась в 1910 году, в год начала Мексиканской революции. Я называла себя дочерью революции. Вскоре мне наскучили учителя и одноклассники, я стала пропускать занятия. Вместе с группой единомышленников я основала социал-националистический кружок «Качучес» – «Фуражка». Назывался он так по типу шляпы, которую носили все участники. Лидером группы назначили Алехандро Гомеса Ариаса, студента юридического факультета, который вскоре стал моим первым возлюбленным. Именно Алехандро был со мной, когда мы сели в тот злополучный автобус, который разорвал меня в клочья. На углу перед рынком Сан-Хуан в наш автобус врезался трамвай. Я тогда была не глупа для своих лет, но не сразу поняла, что со мной произошло, какие травмы я получила. Первое, о чем я подумала, это хорошенькая пестрая безделушка, которую я в тот день купила и везла с собой. Я попыталась ее найти, думая, что авария несерьезная. Врачи думали, что я не выживу. Позвоночник был сломан в 3 местах, как и тазобедренная кость. Почти все внутренние органы оказались повреждены. Алехандро повезло больше. Он отделался контузией. А меня ждали 33 операции, бесконечные смены корсетов и очень много боли. Неправда, будто люди в первую минуту осознают, что с ними произошло. Неправда, будто они плачут. Я не плакала. Диего начал изменять меня едва ли не с первого дня совместной жизни. В Сан-Франциско он закрутил роман с теннисисткой Хелен Муди, которая позировала ему для одного из заказанных муров. Я же в отместку завела романтические отношения с Кристиной Гастингс, женой одного из помощников Диего. По возвращении из Штатов мы с Диего переехали в новый дом в дорогом районе Сан-Анхель в Мехико. Дом был сделан учеником Ле Корбюзье и состоял из 2 половин. Первая – бело-красная половина Диего, вторая – лазурного цвета – моя. Соединял обе половины дома небольшой воздушный мостик. У меня снова начались проблемы со здоровьем. Я перенесла удаление аппендицита, 2 аборта и ампутацию 2 пальцев на ноге и стороны. Диего тем временем завел роман с моей младшей сестрой Кристиной, который продлился около года.
Я часто вспоминаю детство. На запотевшем стекле я пальцем рисовала дверь. И через эту воображаемую дверь, полная радостного нетерпения, ускользала из комнаты. Я направлялась к молочной лавке Пинсона. Пройдя сквозь букву «О» на вывеске, я спускалась к центру земли, где меня всегда поджидала воображаемая подруга. No sé qué tienen las flores y olor a las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores y olor a las flores del Campo Santo. Однажды я принимала журналистов, лежа в кровати и посасывая длинный леденец. Один репортер попросил меня рассказать о моих взглядах на жизнь. И я ответила: заняться любовью, принять ванну, снова заняться любовью. Другой спросил, что мистер Ривера делает в свободное время. Я ответила: занимается любовью. Третий поинтересовался, считаю ли я себя художником. Я ответила: да, величайшим в мире. Мне очень нравится эпатировать публику. Я создаю миф вокруг своего имени. Моя одежда – часть этого мифа. Мои мексиканские костюмы так вдохновили Эльзу Скиапарелли, что так под впечатлением от них создала платье мадам Левина. А когда я появилась в концертном зале Дворца изящных искусств в Мехико, никто уже не обращал внимания на танец Кармена Мая. Все уставились на меня. На мне было надето тихуанское платье и все мои золотые украшения, подаренные Диего, и звеневшие, как рыцарские доспехи. Прямо-таки византийское богатство императрицы Теодора. У меня 2 золотые зуба, и есть сменные золотые коронки с розовыми бриллиантами спереди. Ты чё руку спинаешь? И я надеюсь, что никогда не вернусь. Порой я спрашиваю себя, не были ли мои картины скорее произведениями литературы, чем живописи. Это было что-то вроде дневника, переписки, которые я вела всю свою жизнь. Мое творчество – самая полная биография, которую я смогла написать. Живопись захлестнула меня. Я лишилась 3 детей и многого другого, что могло бы заполнить мою кошмарную жизнь. Думаю, что нет ничего лучше,